Я даже не знаю, с чего начать видео. Меня тут давно не было, но я увидела, что на меня подписались люди, и я вижу комментарии, лайки. И мне прям хочется снять еще видео. Вот, потому что как будто это такое, знаете, комьюнити, где каждый что-то мне может написать, как-то прокомментировать, вот, какую-то обратную связь получить. Ну и, в принципе, это такой мой видеодневник. Я пропала на 2 недели, потому что я устроилась на работу с графиком 5-2. В этой сфере я не имела никакого опыта ранее, вот, поэтому я прям погрузилась в эту работу, но также я не забывала про себя, про свои интересы, про свое какое-то духовное состояние, поэтому даже прописала в заметках свою такую рутину, чтобы была какая-то дисциплина, вот, чтобы я не жила только работой. Потом, может, чуть позже об этом скажу. Вот. И, знаете, мне сейчас кажется такое чувство, что как будто могут написать в комментариях, что вот я работаю по найму, и что никакого роста не будет, и что кому вообще это интересно. Но я обычный человек, которому нужны деньги для того, чтобы платить за квартиру, платить за свое питание, вот, поэтому у меня выбора нет, мне нужно работать. Я устроилась рекрутером, ранее я не имела вообще никакого опыта в коммуникации с людьми, в принципе, в каком-то общении с людьми, потому что это всегда была такая работа, где я как бы одна находилась, не в коллективе. Вот, но почему я выбрала эту работу? Потому что я понимаю, что она мне даст навыки, которые мне нужны. Для меня лично это будет реально личный рост, и там хорошие зарплаты, которые мне позволят и путешествовать, и спокойно снимать квартиру в Москве, в принципе, в которой я и живу сейчас. И что еще? И потому что там есть возможность как раз перейти на удаленку, к чему я как раз и стремлюсь. Выглядит, как будто я рекламирую эту компанию, ну ладно. Вот, и я столкнулась на самом деле с трудностями в первые 3 дня, потому что я просто погрузилась в работу. До этого я проработала прям свое духовное состояние, и когда я устроилась на работу, я столкнулась с трудностью, с тем, что мне тяжело удерживать это состояние, потому что так или иначе это был какой-то немножко стресс, это был какой-то такой, это было, знаете, такие сумбурные какие-то дни непонятные, вот, и я как будто бы в какой-то момент загнала себя опять в то состояние, какое-то в состоянии деградации, где вот просто дом-работа, дом-работа. И я себя поймала на этом, поняла, что нет, Катя, давай-ка прекращай. Точно так же, как ты себя загнала в это состояние, точно так же ты можешь себя вытащить из этого состояния. И я прописала прямо в заметках свою рутину. То есть я просыпаюсь в 6 утра, даже в выходные дни я просыпаюсь в 6 утра, просто потому что для меня это оптимальное время. Мне нравится вот эта утренняя рутина. Вот, и засыпаю я также до 12, в 10, в 11. Поэтому я нормально высыпаюсь. С режимом сна у меня все окей. И просыпаюсь я в 6. Сейчас я просто рассказываю про свою рутину. Просыпаюсь я в 6, потом я делаю духовные практики, ну то есть это медитации, это китайская такая практика, цигун упражнения. Возможно, я неправильно произнесла это. Вот, и йога, но даже йога как будто больше как растяжка. Вот, и потом спокойненько я уже собираюсь на работу. Также, если у меня остается время, я могу спокойно сделать какие-то дедлайны в плане того, что я сейчас стараюсь работать над своей речью, над своей дикцией. Вот, я могу почитать книгу также, также я учу сейчас английский, я могу повторить немножко английский
и потом я иду на работу. И я себе взяла за правило, что когда я иду на работу, я не в наушниках, я максимально нахожусь в таком медитативном состоянии, где стараюсь не размышлять, просто замечать вещи, находиться в моменте и при этом не давая оценку чему-либо. Вот, и это, конечно, круто. И когда я уже прихожу домой, опять же, когда я еду на метро обратно домой, я уже в наушниках, но я слушаю подкасты, как бы, чтобы немножко такое было саморазвитие. Потом, когда я уже прихожу домой, я делаю также медитацию, я делаю какие-то дедлайны, это или урок английского, или если у меня какие-то нужно сделать дедлайны, там что-то отправить, что-то забрать, не знаю, легкую какую-то уборку сделать, я это сделаю, потому что домой я прихожу, если что, в 6:30. Вот, и вечером я уже перед сном я могу или почитать, или написать какие-то свои мысли, размышления в дневник. То есть я максимально сейчас, то есть я сейчас почти вообще не нахожусь в телефоне. Я не смотрю никакой контент особо, я не листаю ленту и все в этом духе. Вот. Не знаю, просто в этом видео хотела как раз рассказать про то, как я себя спасаю в графике 5:2 и стараюсь не забывать про свое духовное состояние, про какое-то свое развитие. Вот, потому что я могла же просто ходить на работу, приходить домой, скроллить ленту соцсетей и засыпать просто тупо. Но я работаю прямо над своей дисциплиной сейчас, подстраиваю свою рутину, свои дела, вот этот график, чтобы я максимально много чего смогла успеть сделать. И это очень важно. Вот, не терять вот этот рост, так сказать. И я еще, знаете, сталкиваюсь с тем, что в социальных сетях очень много сейчас таких инфлюенсеров, всяких коучей, которые как будто бы транслируют, что если мы работаем по найму, работаем на кого-то, то мы как будто подписываемся на то, что мы автоматически уже будем несчастны, неуспешны и никакого роста не будет. Но мне кажется, это такая ошибка, такой какой-то маркетинг, потому что от того, что ты будешь работать на себя, открывать какое-то свое дело, не знаю, быть каким-то инфлюенсером, это не сделает тебя на самом деле счастливым, потому что счастье, оно исходит изнутри, из твоего состояния. И я убеждена в том, что неважно, где ты находишься, чем ты занимаешься, потому что это не дает тебе гарантию того, что ты там будешь счастлив. Я не знаю, что я сказала. Ладно, все, пока.